Всем привет! В этом видео покажу оформление забавного торта с жирафом. Продемонстрирую, как создается несложная объемная аппликация для торта. И получатся вот такие 3 килограмма хорошего настроения. Друзья, если вам мешают субтитры, вы можете их отключить в настройках видео. Я приготовила вишневый торт-суфле по рецепту с канала Тортомания. Я очень часто вдохновляюсь идеями Ульяны, мы дружим каналами, делимся опытом, поддерживаем друг друга. И я с удовольствием рекомендую вам подписаться на канал Тортомания. На нем вы найдете массу оригинальных рецептов, которые Ульяна разрабатывает индивидуально для ресторанов и тортов на заказ. Также здесь много уникальных идей украшения тортов, разные техники декора, современные дизайны и много уроков, которые помогут вам избежать кондитерских ошибок. Ссылку на канал Тортомания я оставлю в описании, подписывайтесь и вдохновляйтесь. А я возвращаюсь к торту, он у меня размещен с краю подложки. Покрываю торт сметанно-шоколадно-масляным кремом, выравниваю торт 2 слоями. Мне понравился этот крем своей пластичностью. С ним очень просто выравнивать торт, погрешности легко сглаживаются. По плотности он средний, не такой мягкий, как БЗК, плотнее, чем масляный, но не такой плотный, как ганаш. И еще он очень вкусный. Ссылку на рецепты этого крема я оставлю в описании под видео. Торт убираю охлаждаться минимум на час. После этого можно наносить узор с помощью трафарета. Ссылку на эти трафареты я также оставлю в описании под видео. Прикладывая трафарет к торту, закрепляю его иголками. Этот же сметанный крем я окрасила в цвет потемней и его наношу на трафарет. Убираю излишки крема и снимаю трафарет. Теперь торт нужно убрать в холодильник, чтобы темный крем тоже застыл, а трафарет обязательно нужно каждый раз мыть и просушивать. После охлаждения можно наносить узор на следующий участок торта. У меня на канале уже есть полное видео о трафаретах, как ими пользоваться, о разных способах переноса узора на торт. Вы можете посмотреть это видео по ссылке в описании. Теперь делаю все элементы декора и аппликацию. Сначала я сделала цветы и листья из шоколадной глазури, но в итоге эти шикарные орхидеи я так и не использовала в оформлении. Листья делаются очень быстро и просто. А после застывания получается красивый декор. Для создания аппликации нужен рисунок в реальном размере, прозрачная пленка или файлик и, конечно, мастика или пластичный шоколад. У меня домашняя мастика, медово-желатиновая. Сначала нужно рассмотреть рисунок и понять, какие детали будут на заднем плане, а какие на переднем. Начинать всегда надо с деталей заднего плана. В моем рисунке это шея. Прикладываю мастику к пленке и стараюсь придать ей те же самые очертания, границы, как и на рисунке. Пленку можно сдвигать, чтобы подсматривать линии. Дальше из кусочка мастики формирую следующие детали заднего плана. Это уши. Ориентируюсь на размер нарисованной детали. Аппликация будет объемной, но рисунок не поможет создать или понять объем. Рисунок под пленкой помогает сделать детали правильного размера, с правильными пропорциями и с правильным расположением их относительно друг к другу. А для понимания нужного объема я постоянно ориентируюсь на изображение на компьютере. Дальше делаю рожки жирафу. Детали намеренно делаю длиннее, чем надо, так они будут крепче потом держаться на основной детальке. Детали заднего плана готовы. Сдвигаю пленку с рисунка и на другом отрезке пленки формирую основную деталь – голову жирафа. Расплющиваю шарик мастики и прикладываю его к пленке. Прижимаю мастику по краям, стараясь придать нужные очертания.
Чтобы наметить расположение впадин для глаз, сдвигаю пленку, держу шарик над рисунком и возвращаю аппликацию на место. Здесь и нужно делать впадину. Контуры головы затем нужно будет поправить. Также делаю вторую впадину. Чтобы сделать нос более выпуклым, вдавливаю место на переносице. Гладким круглым стеком намечаю самую выдающуюся часть. Сразу делаю углубление для рта. Слежу за объемом. Нижняя часть морды под губой должна быть менее выпуклой, чем нос, поэтому прокатываю эти части. Инструментом продавливаю складки вокруг рта, ноздри. Регулярно поправляю размер всей головы, ориентируясь на линии рисунка. Теперь буду делать детали переднего плана. Из белой мастики делаю нижний ряд зубов и креплю их к голове. Затем делаю верхний ряд зубов. Также приклеиваю и формирую нижнюю губу. Снимаю голову жирафа с пленки. Детали заднего плана возвращаю на рисунок. Место склеивания смачиваю водой и приклеиваю голову. Осталось добавить мелкие детали. Из шариков белой мастики делаю глаза. А из хаотично нарезанных кусочков коричневой мастики делаю характерные пятна жирафа на шее и на щеках. И, наконец, мое самое любимое дело – тонировка аппликации. Использую набор сухих красителей из моего интернет-магазина. Ссылку на них я также оставлю в описании под видео. Коричневый цвет смешиваю с оранжевым. Глядя на пример, мягкой сухой кистью оттеняю все нужные участки. Над носом, рожки, ушки. Подчеркиваю улыбку и складки кожи у рта. Также наношу краситель вокруг глаз. Излишки красителя можно смахнуть другой сухой чистой кистью. Затемняю ноздри. Теперь навожу контур носа и придаю еще больше оранжевого и коричневого оттенков на носу, губе и на шее жирафа. Далее голубой цвет из набора я смешала с белым красителем, развела их водкой и рисую глаза. Зрачки делаю из черной мастики. Добавляю немного прожилок темного цвета и усиливаю черный цвет зрачков. Еще добавляю немного темно-коричневых пятен на мордочке. Все, аппликация готова. В идеале ей надо дать подсохнуть часов 5-6, чтобы все детали хорошо держали форму. Но у меня не было этого времени, поэтому приступаю сразу к оформлению. Для надежности крепления аппликации использую зубочистки. Насаживаю на них этого забавного жирафа и прижимаю его плотно к торту. Сбоку я буду устанавливать мороженое. Для этого у готового вафельного рожка я срезала кончик. Креплю рожок на растопленную шоколадную глазурь. Внутрь рожка выливаю глазури побольше. И чайной ложкой распределяю глазурь по рожку. В принципе, это можно было сделать и заранее. Делаю я это для того, чтобы рожок не размок от влажного белкового крема. После застывания глазури, когда рожок уже стоит устойчиво, креплю жирафу длинный язычок. На рожке фиксирую его шоколадной глазурью. Заполняю рожок кремом и украшаю торт черешнями. Вот здесь я планировала использовать орхидеи, но орхидея настолько классная, что отвлекает все внимание на себя, а здесь все-таки жираф должен быть главным. В итоге я убрала орхидею и поставила сюда только листочки и черешни. Вот такой смешной и забавный торт у меня сегодня получился. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал и на канал Тортомания и заходите в мой интернет-магазин за уникальными товарами для кондитеров. Все ссылки уже есть в описании. Всем пока и хорошего настроения!